Проваливающийся режим глубинной государственной разведки отчаянно пытается спасти себя, спровоцировав вооруженный мятеж, в котором можно обвинить консерваторов и сторонников Трампа. Им нужен этот бунт, чтобы похоронить известные, теперь изобличающие факты о вмешательстве ФБР в выборы, ноутбук Хантера Бидона, иголки от болячки 19, переводящих в режим непотения, тел становится слишком много, чтобы их можно было игнорировать, и чтобы похоронить шокирующую правду об искусственном коллапсе энергосистемы и цепочки поставок. Этой зимой люди во всех западных странах будут голодать и мерзнуть. Люди просыпаются, как никогда раньше, а это значит, что глубинное государство должно попытаться спровоцировать больше негатива, чем когда-либо. Вот почему распространяется нарратив о том, что консерваторы – это плохие люди, тогда как настоящий фашизм исходит от крайне левых, которые сфальсифицировали выборы, разрушили экономику Америки блокировками из-за болячки 19 и разрушили первую поправку, подвергнув цензуре крупные технологии всех стран. Теперь глубинное государство хочет втянуть американцев в битву и жестокое восстание. У них также есть инструменты для этого, поскольку агенты глубокого государства на самом деле являются главной приманкой. Предстоящее судебное преследование президента Трампа является частью провокационного плана, направленного на то, чтобы привести американский народ в состояние эмоционального бунта. И если этого недостаточно, мои источники сообщают мне, что демократы предпринимают высокоорганизованную попытку сфальсифицировать промежуточные выборы 2022 года и сохранить контроль над Сенатом, после чего закон о конфискации оружия будет принят и подписан американскими консерваторами в качестве закона. Крайне важно, чтобы мы, народ, не подались на провокации. Негатив – это то, что режим хочет спровоцировать, а значит, негатив – это именно то, от чего мы должны отказаться. Настало время для всех настоящих американцев действовать, как Ганди против коррумпированного истеблишмента, и потребовать демонтажа и запрета этой авторитарной, марксистской системы избирательного правоприменения и спонсируемого государством терроризма, который был использован в качестве оружия против американских консерваторов. Агенты АРС планируют арестовать и привлечь к ответственности американцев за неуплату новых налогов на штурмовое оружие. На выходных мне сообщили из надежного встроенного источника, что если демократы представляют Палату представителей и Сенат, они планируют принять новые законы о штурмовом оружии, которые потребуют регистрации в масштабе штата и уплаты налогов на любую винтовку или пистолет, способный на это, которой владеет один человек. Если это произойдет, любой, кто будет следовать новому закону, фактически нарушит свои собственные права, закрепленные в 5-й поправке, дав показания против себя, зарегистрировав свое огнестрельное оружие. Неспособность зарегистрироваться или уплатить новые налоги на оружие приведет к тому, что один из новых 87 тысяч агентов АРС посетит ваш дом и арестует вас под дулом пистолета за уклонение от уплаты налогов. Это объясняет потребность в 87 тысяч новых офицеров АРС и почему они нуждаются в обучении и применению перевода в режим непотения против американского народа. Мне сказали, что эти усилия направлены не на конфискацию всего оружия, а скорее на то, чтобы разозлить американский народ и заставить его восстать против правительства, тем самым посеяв хаос, необходимый для того, чтобы режим объявил активное повстанческое движение и форму военного положения, которые войска США действуют на улицах Америки. По сути, режим Бидона пытается провести всех через иголку и бросить как можно больше консерваторов, христиан и сторонников 2А в ГУЛАГе и лагеря режима непотения, конечно, ранее известные как лагеря болячки 19. Режим находится в одном шаге от этого. Помните, демократы проецируют все свои злые намерения на своих политических оппонентов. Когда демократы говорят, что консерваторы представляют собой угрозу демократии, это потому, что демократы разрушают демократию. В конце концов, они сфальсифицировали выборы 2020 года с помощью бюллетеней. Если они говорят, что консерваторы агрессивны, то
то это потому, что радикальные левые жестоки. Когда они заявляют, что консерваторы не ценят Карапетов, это потому, что сами демократы хотят калечить Карапетов с помощью операций. Каждое обвинение, которое демократы бросают консерваторам, на самом деле является описанием их собственных темных намерений. Грядущий октябрьский фальшивый флаг, можно ли его остановить? В дополнение к предупреждениям, описанным выше, которые прозвучат после промежуточных выборов, появилось новое предупреждение о неожиданной атаке под ложным флагом в октябре, направленной на то, чтобы представить консерваторов и владельцев оружия жестокими плохими людьми. Как вы, возможно, заметили, сообщения средств массовой информации об этом уже разыгрываются, и ФБР проводит заговор под ложным флагом в стиле Уитмера, чтобы завербовать бесправных консерваторов и сделать их грешниками в полномасштабном взрыве или какой-то стрельбе, потому что это будет сделано специально для CNN и средств массовой информации, чтобы продвигать окончательный нарратив «консерваторы плохие люди». Никто не умеет планировать и осуществлять крупномасштабные плохие атаки в Америке лучше, чем само ФБР, которое, конечно же, организовало взрыв в башнях-близнецах в 1993 году, взрыв в Оклахома-Сити, дело Вака с помощью ETF и 11 сентября. За каждым из них стояло ФБР, руководя операциями, вербуя людей и предоставляя информацию, оборудование и техническую поддержку для проведения атак. Эта новая атака под ложным флагом, вероятно, будет осуществлена как раз вовремя, чтобы сильно повлиять на промежуточные выборы в начале ноября, а инсценированный террористический акт послужит оправданием для ареста стольких консервативных подкастеров, влиятельных лиц в социальных сетях и всех, кто имеет ученую степень. Можно отнести к бунтовским разговорам. Режим Бидона скажет, что все консерваторы, которые просто выразили свое несогласие с режимом Бидона, по определению виновны в разжигании огня в переполненном театре и будут арестованы, даже если они вообще не имели к этому никакого отношения. Что бы то ни было возникает для события, мне сказали, что это запланированное мега-событие под ложным флагом. В то же время в ФБР, Министерстве юстиции, Пентагоне, полиции, правоохранительных органах и так далее все еще есть силы белых шляп, которые имеют реальный шанс сорвать или даже остановить эти усилия. Внутри ФБР и Пентагона оба идет гражданская битва, и с каждым днем все больше и больше правительственных агентов понимают, что если они не встанут на сторону свободы и верховенства закона, они заставят свою собственную страну пылать в грядущем хаосе. У худших из актеров глубинного государства быстро заканчиваются друзья, и примечательно, что даже J6 не смог добиться того, на что рассчитывал. Это сработало. То же самое может произойти и с запланированным октябрьским сюрпризом. Помолимся о мире и мудрости, чтобы все, кто может видеть, могли увидеть правду о том, что происходит, и тем самым помочь остановить это. Повышение честности выборов в ряде штатов также является положительным фактором. Примечательно, что после украденных выборов 2020 года почти 20 штатов США приняли законы о повышении честности выборов, и это может стать ключевым фактором, мешающим демократам успешно сфальсифицировать результаты промежуточных выборов. Если республиканская партия сможет захватить Палату представителей, даже без Сената, самые гнусные планы режима Бидона по конфискации оружия и бунту гражданской битвы будут отправлены обратно на чертежную доску. Вот почему голосование за кандидатов республиканской партии имеет решающее значение для спасения Америки, даже несмотря на то, что мы все устали от медуз шипов консервативных законодателей, которые кажутся совершенно неспособными сделать что-либо полезное, как только они придут к власти. Кроме того, многие ведущие новостные агентства насмотрелись на беззаконие демократов, чтобы бить тревогу. Невероятно, но WSJ теперь звонит в ФБР по поводу его необоснованного рейда на Мар-а-Лаго, поскольку кажется, что левые радикалы Deep State зашли слишком далеко даже для Уолл-стрит. В конце концов, даже WSJ знает, что гражданская битва или военное положение плохо сказываются на рынках,
И как бы WSJ не продвигала мейнстримный нарратив практически обо всем, иголки от болячки 19, и так далее, очевидно пришла к выводу, что если им не удастся остановить это беззаконие демократов, любая основа для свободного рынка, которая все еще существует в Америке, скорее всего будет уничтожена. Другими словами, тирания вредна для бизнеса. Особенно, когда вы знаете, к чему это ведет, контроль цен на продукты питания и топлива, за которым следует конфискация правительством частных производителей, ведущая к полномасштабному фашизму-коммунизму, поскольку правительство конфискует средства производства и погружает Америку в сценарий краха, подобный Венесуэле, авторитарными тиранами. Подчинен человеконенавистническим глобалистам. Многие представители мейнстрима, выступавшие против Трампа в течение последних 6 лет, теперь вдруг осознают, что демократы не перестанут уничтожать Трампа, они уничтожат Америку, так что их надо просто остановить из соображений самосохранения. Хорошая новость заключается в том, что успех самых гнусных планов радикальных марксистов не гарантирован. Сейчас против них выстроились мощные силы, и именно поэтому они пытаются под чужим флагом демонизировать консерваторов и узурпировать еще больше федеральной власти. При очередном объявлении чрезвычайного положения крайне важно, чтобы владельцы оружия, сторонники Трампа и христиане сохраняли спокойствие и воздерживались от актов ненависти. Если они сохранят спокойствие и будут сопротивляться насилию, в конечном итоге режим Бидона погрузится в коррупцию и мошенничество, а у американского народа появится реальный шанс восстановить свою конституционную республику.